Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как погрузимся в нашу скиллозависимую игру, я сразу хочу поблагодарить одного человека, который стал 10-м спонсором на канале. Огромнейшее тебе спасибо за то, что ты стал спонсором. Ну и, соответственно, всем моим спонсорам огромнейшее спасибо, что можете меня поддерживать. Не только лайками и комментариями, а еще и спонсорской программой. Ну а кто хочет присоединиться, то милости прошу к нашему шалашу. В комментариях есть закрепленная ссылочка, как стать спонсором. Ну и, соответственно, присаживайтесь сейчас все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Там кто-то что-то написал сейчас, секундочку. Так, всегда. Так, сразу мотивирую своего подписчика. Я тут попался со своим подписчиком, поэтому игра будет очень сложной. Явно будет одна не из легких, потому что я знаю прекрасно, кто такие мои подписчики. Мои подписчики — это те ребята, которые вообще ни грамма не щадят меня, которые аннигилируют в пух и прах. Поэтому будет каточка интересная, судя по всему. Поэтому пожелаем ей удачи тоже. На антиках играть не буду 100%. О, ну это 100% уважение, короче. И вот так вот я напишу еще. И на эльфах, и на шаманах тоже. Не играй. Вау, 2 пака пришло. Боже, ну это намек на то, что мне нужно сыграть на 6 богах. Но если честно, у меня совершенно иной план на текущую игру. Почему? Потому что я увидел с нулевой секунды о том, что там есть дух 5. Это аппарат, и я хочу, если честно, его реализовать. Тут у меня жрецы со старта уже получились, вообще по кайфу. Там еще есть аптечка священника. Я, конечно, очень надеюсь, что она мне упадет на 10-м раунде. Я надеюсь, что мне ранний баф людей придет. Короче, максимальный уровень раз. 2. Я хочу сегодня раскрыть полностью аппарата, потому что в предыдущем ролике я его не раскрыл. Я считаю, я потенциал его не раскрыл от слова совсем. Тут есть еще и 6 богов. Помимо этого всего. Ну, посмотрим. Ну, кстати, Хускар как-то, если честно, смотрится перспективнее. Поэтому я поставлю его, поставлю вот так. Хотя, на самом деле, наверное, все-таки мне стоило полностью... О, вообще прекрасные предметы. Я думаю, мне стоило полностью в лустрик сейчас упороться. Ну, ладно. Что уже сделано, то сделано. Поставлю еще немножко бафа троллей, хотя я думаю, это излишнее. Так, я хочу зарандомить, если честно. О, боже, у меня идеальные предметы сейчас упали. Но тут чел в 5 позиций играет, поэтому я его никак не заберу. Ну, что ж. Вау. Хороший старт. Я все пытаюсь пака собрать. Не получается. Ну, знаете, надо своего подписчика поддержать. Сейчас, секундочку, я сразу на лустрик встану. Так вот, 20 монет выйду. Так, в этой игре получится, уверяю. Спасибо, спасибо и тебе. Так, все, красота. Все, пообщался со своим подписчиком. Ну что ж, замотивировал своего подписчика. Погнали. Теперь можно окунуться в ту сборку, которую я хочу вам показать. Короче, сборка будет следующим образом. Я хочу поставить себе 6 духов. И я либо поставлю себе 4 полуорка, либо же я поставлю себе какой-то контроль. То есть там кунка, дум и все такое. Потому что я разобрался, как работает аппарат. На самом деле работает он слабо, если честно. Потому что сейчас есть огромнейшее условие. Ты должен обязательно получить 2 стака контроля. То есть как эти стаки зарабатываются. Любой контроль, там стан, сайленс и тому подобное, это дает стаки. И вот прикол в том, что на самом деле я считаю, что это сломанная хрень. Потому что, смотрите... Вы 2 стака получите, но урон от аппарата не нанесется. Он нанесется только на 3-й стак, грубо говоря. Это такой бред на самом-то деле. Типа ты 2 стака заработал, но чтобы у тебя активировалась пассивка аппарата, тебе нужно 3-й стак нанести. И это, если честно, меня немножко удивило, почему именно так разработчики поступили. Но поступили и поступили, да. Как бы... Я на самом деле считаю, что это очень тупо. Раньше аппарат был намного сильнее, чем сейчас, потому что сейчас есть огромнейшие условия, которые тебе нужно выполнять. А раньше ты просто мог поставить любой контроль, ну как любой, там, silence, stun и тому подобное. И тогда
ты мог спокойно активировать пассивку аппарата. И это было жестко, потому что ты мог с нулевой секунды просто нигилировать столы. Вот так вот. Мог. Но разработчики почему-то именно так сделали. Почему так сделали? Без понятия. Я вот как вчера ролик отснял с шаманами, так я и сразу пошел в лобби и начал тестировать, как этот аппарат работает. И вот выяснил, что именно вот так вот он работает. 2 стака получаете с контроля, потом на 3-й стак наносится урон. Это тупо. Не знаю, зачем так разрабы сделали. В принципе, я к ним в голову не залезу и ответов не узнаю. Я, конечно, напишу еще тому человеку, с кем я связываюсь из разработчиков, типа, так ли это должно работать, чтобы уж точно убедиться, что работает оно исправно, а не криво. Кстати, вот тот паренек, у него довольно-таки слабый стол, и есть подозрение, что зря я ШД апнул, надо было его не апать, оставлять в 1 звезду и просто идти дальше в хорошую экономику, потому что у меня сейчас есть хороший хускар с хорошими предметами, который может весь тот стол вынести. Ну, посмотрим. У меня, кстати, что-то нос чухается. Есть подозрение, что в этой игре появятся инсектоиды все-таки. Но я надеюсь, это будет не мой подписчик. А вот, кстати, он и пришел. Вот сейчас и посмотрим. Вынесет ли он меня? Я надеюсь, что он меня вынесет все-таки. Потому что если он не вынесет, это будет печально. О, вынес. Отлично. Отлично. Меня это устраивает. Вполне устраивает. Баф людей пришел. Баф людей пришел. Сюда. Сюда. Вот это вот я понимаю подгон царский. Вот это я понимаю царский подгон. Я, наверное, кстати, ШД продам, чтобы выйти в 40 монет. Да что ж такое, нос, успокойся, чухаться. Хватит. Все. Брейк. Я, наверное, кстати, продам все-таки ШД, чтобы выйти в 40 монет и тупо идти в уровень. Я еще очень надеюсь, что мне упадет аптечка священника на 10-м, потому что я хочу максимально быстро выйти в 10 уровень. И на 10 уровне начать просто ролиться. Начну ролиться, надо найти аппарата, надо найти будет 6 духов. Расскажу, как 6 духов работают, кстати, помимо этого. Ну и, соответственно, либо полуорков буду ставить, либо же, может, там какие-то обалденные легендарные фигуры будут по типу Тайда, Дизраптора. Кто еще такой вот прям жесткий? Горный вождь неплохо будет смотреться, я бы даже сказал, шикарно будет смотреться, потому что горный вождь, он дает микростаны, но я считаю, что... Кстати, я проверял этого горного вождя. И эти микростаны, они не считаются по какой-то там причине, но считается типа как 1 стак для аппарата. Почему так сделано? Хотя там есть огромнейшее окно. Ну, ладно. У меня серьезно, у меня множество вопросов появилось по поводу механики этого аппарата. И меня это, если честно, раздражает. Очень раздражает. На самом деле у меня сейчас ситуация отличная. Я бы еще и дальше шел в лустрик. Я надеюсь, что я сейчас ни один раунд не выиграю. Если ну, вообще не хочу выигрывать. Нельзя выигрывать. Я надеюсь, что у меня будет, знаете, вот это... Чуть-чуть. Оставлю там пару фигур, там 1-2 фигуры, чтобы чуть-чуть поменьше себе в табло получить. Но по идее, меня должны сейчас все здесь выносить. Хотя на самом деле я сейчас не уверен, потому что у меня стоит баф воинов, у меня стоит баф людей, у меня есть заряженный хускар с отличными предметами. Ну, короче, ладно, давайте вернемся к синергии духов. Давай ты меня вынесешь, пожалуйста. Пожалуйста, у тебя хороший стол. Вынеси меня. И хускар у тебя с маской берсерка. У меня, конечно, молнии в хускаре, и это намного жестче, скорее всего, будет. Оп, оп. Ну ты чё? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, какая поплава произошла. Ну я сам виноват. Да. Это фиаско, братан. Я просто почему хотел остаться в лустрике? Я бы получал кучу денег бы сейчас уже в скором времени. У меня был 5 лустрик. А так бы я сделал себе 7 лустрик и спокойно бы получал плюс 3 монетки за лустрик. Ну ладно, что сделано, то сделано, в принципе. Время вспять не вернешь. Если бы, знаете, так можно было бы чуть-чуть подглядеть шансы на свою победу. Может быть, разработчики добавят боевой пропуск, то, что ты покупаешь, там, знаете, когда к вам приходит какой-то соперник, ну, следующий он будет, да, когда 100% он должен к вам прийти, там хотя бы какой-то шанс будет писаться на победу. Ну, это было бы прикольно. Ну, как по мне, это было бы слишком жестко. Слишком читерно, я бы даже так сказал. БХ, давай монетку. Понял, БХ не получит монетку. Ладно.
Клевер, кстати, я хочу, если что, оставить, потому что будет работать под синергию духов. О, да! О, да! Мне упала аптечка священника. Просто замечательно. Так, мне нужно найти сейчас жреца. О, отлично. Я еще не так много денег потерял. Вообще топчик. Я вообще ни копейки, по сути, не потерял. Я считаю топчик. Все. Надеюсь, никто больше аптечку не будет абузить. Я единственный буду обладатель аптечки. И все будет прекрасно, все будет замечательно. Убийцы собираются сразу, то, что я вижу. И, судя по всему, будут собираться полуорки-боги. Через Кири и Гиду. Это то, что я вижу. Ну и подписчик хочет себе собрать пака. Тут, я думаю... Нормально, нормально. Работаем. Работаем. Короче, по поводу синергии духов, как она работает. Там есть некая вероятность. Давайте вот так. Сразу начну с шестой синергии, третьего уровня синергии, потому что, ну, не вижу смысла, если что, рассказывать по предыдущим синергиям, просто скажу вкратце, как она обобщенно работает. Ну, в общем. Синергия духов 6. Как она работает? Когда по вам нанесется урон, то есть по какой-то фигуре, сработает окаменение, там, если что, когда вы собираете второго и третьего уровня синергию духов, она работает на все ваши фигуры. Только синергия первого уровня работает конкретно на духов. И вот когда вы духов собираете и ставите их на первую линию, у них шанс на то, что сработает синергия духов, намного больше. Вот. И вот смотрите. Когда сработает окаменение, надо по этому окаменению нанести либо 2 удара, либо 2 удара магии. Короче, 2 любых удара нужно нанести. Удар с магией считается, удар с любого тика. Короче, любой тик наносите. И, соответственно, срабатывает синергия духов. Синергия духов наносит противнику чистый урон от их максимального здоровья. 30%. Это огромные цифры на самом-то деле. И под синергию кунг-фу это замечательно работает. Только там есть немножко своя механика. Но я думаю, об этом сейчас нет смысла разговаривать. Потому что я здесь синергию духов не буду раскрывать. Ой, синергию духов. Синергию кунг-фу не буду показывать под духов. Я ее когда-нибудь вам покажу, как это работает. И поверьте, это очень жестко. Потому что когда вашу фигуру под синергией духов будут бить, именно под синергию кунг-фу, то будет вероятность, что сработает. Ну, давайте вот смоделируем ситуацию, чтобы было намного понятнее, чем я вот так вот буду сейчас просто бэкать, мэкать и пытаться вам объяснить, как это будет работать. Ну, чисто, знаете, визуально. Просто пример. У вас есть Керри Марси, она под синергией 6 духов, у вас полностью синергия кунг-фу. Когда вашу Марси будут бить, от нее сработает окаменение, и вот Марси в этого типа нанесет 2 тычки, да, там либо молнии, ну, короче, просто нанесет каких-то 2 типа урона, любых, без разницы, либо 1, либо 2, без разницы, нанесет какой-то тип урона 2 раза, то, соответственно, сработает синергия духов, 30% отнимется от максимального здоровья, и из-за того, что это Марси, там отнимется еще, точнее не отнимется, там будет огромная вероятность то, что сработает синергия кунг-фу, это прям жестко, это очень жестко, поэтому, ребят, собирайте синергию кунг-фу, собирайте себе духов и разваливаете. Плюс там еще есть немножко синергия чернокнижников, поэтому вообще по кайфу можно катать. Там цифры космические. Я когда-нибудь вам запишу кунг-фу плюс синергию духов. Давайте так. В комментариях напишите, хотите ли вы увидеть синергию кунг-фу плюс духи. Чтобы я знал, стоит ли мне прямо, знаете, как за цель поставить именно вот эту вот сборку. Если что, я помню по поводу Керри Энигмы, помню по поводу Керри Лины и тому подобное. Я это все помню, все это будет, но пока что тут есть аппарат, и я хочу целенаправленно его собрать. Причем у меня такая вот отличная игра, я считаю. По хпшке пока грустно, но по уровню зато все прекрасно. Типа, у меня сейчас уже 8 будет. Бэмс, просто 8 уровень, сюда. Кунка. Опа! Подождите, да я ж баф людей могу полных поставить. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Сюда. Так, погодь, погодь, погодь. А, подожди, у меня ж жрица лишняя. Все, жрицу убираем. Вот просто баф 5 людей на 15-м раунде. Я еще на 20-м раунде заабузил баф людей. Вообще по кайфу. Не, ребят, это точно моя игра. Здесь я обязательно должен этого аппарата открыть. Есть энигма, но у меня денег нет под эту энигму. Но я, если что, потом эту энигму куплю.
Да, я потом Энигму, если что, куплю. Она в любом случае будет приходить, правильно? Сейчас пока что полуорка хочу именно покупать. Хотя, блин, может это ошибка, может все-таки духа взять. Да не, ладно. Пока... Пока поставлю приоритет, знаете, вот... полуорки. Ну, мне кажется, так будет намного лучше. Ну, мне так кажется. Ну, ща, короче, посмотрим. Да, ладно. Так, убираем сразу, ставим. Надо стол послабее себе делать, чтобы никого я не смог выиграть. Прям слабый-слабый стол нужно ставить. Что тут по предметам? Я возьму вот эту вот корону. Чисто плюс отхил. Мало ли там кто-то соберет еще себе... каких-то суммонов. И я, соответственно, с помощью вот этой короны буду эти суммоны забирать. Ну, мало ли вдруг. Там, кстати, шаманы еще собираются сверху, что неприятно. Короче, здесь будут убийцы, здесь будут шаманы, здесь будут боги-полуорки, и тут будет керри-пак через 6 богов. Поехали. Атка должна быть достойной. Так и вот, я почему хочу именно аппарата реализовать? Потому что я хочу посмотреть, насколько он будет импактовый. Я даже хочу его сделать керри, который будет с руки наваливать, дай боже, каждому. На бумаге это все будет вообще ультра сильно смотреться. Кстати, если мне сейчас котел придет, то я тупо продам этих волшебников и все, не буду париться. Еще, кстати, тролли собираются. Вот на самом деле синергия духов отменно работает против всех синергий, сборок, которые бьют с руки. То есть против зверей отлично. Короче, против всех сборок отлично работает. Кстати, бэмс. Неплохо. Я забыл засекти, сколько там у меня хпшки. Я просто решил так думать, знаете, лучше я сейчас активирую эти баночки, чтобы посмотреть, сколько у меня так хп по итогу останется. По итогу нормально, у меня хп еще можно разменивать. Вот. И я этого аппарата буду делать как керри, который будет наваливать с руки. Так вот. Ему предметы нужны будут хорошие. То есть, если его рано собираю 2 звезды, то мне нужно будет 2 самых важных предмета. Это Ганим и посох 3-го тира. Вот эти вот 2 самых важных предмета. И просто будем наваливать. Будем такой движ Париж мутить, что ну его в баню. Посох 3-го тира, если что, умножит нам урон с пассивки, которая будет активироваться. Плюс Аганим сделает, соответственно, скилл 3-го уровня, там еще больше урона будет. Ну и еще такой вот важный момент, это то, что урон, который идет с пассивки, он триггерится и на урон с руки. То есть это все суммируется и наносится огромный урон с пассивки. То есть урон с руки тоже важен. Опа, котёля. Ты глянь, что мне приходит просто. Боже, давно у меня такой игры не было, но я наныл. Помните, я когда-то говорил о том, что, типа, как же мне не хватает бафа людей на старте. И тупо мне вот баф 6 людей на 15-м, баф 6 людей сейчас и на 20-м будет. Кстати, охотники собираются, что вообще удивительно. И, по идее, маги еще собираются. Да, маги-драконы, походу, будут еще собираться, либо же просто 9 магов будут собираться. Ну, короче, катка будет интересно. Но у меня уже 9 уровень, на секундочку. 18 раунд, у меня уже 9 уровень. Но на 20-м у меня уже будет 10 уровень. Я еще мобов, думаю, спокойно заберу, поэтому там вообще разрыв тоталити будет. Фурион, ну почему ты пеньков-то не закастил? Вот, знаете, по закону подлости, когда надо, этот Фурион не кастит пеньков. Когда не надо, пеньки просто летят, будь здоров. Ставлю ничего пока что, пусть будет. Я, наверное, все-таки через полуорков сделаю, потому что полуорки будут набегать. Это триггер стана, это сразу первый стак с нулевой, грубо говоря. Ну, а там я уже какой-то контроль докину. Там, может, кунка реально будет стоять, думы все. Хотя, подожди, у меня ж места не хватит. Ну да. Но там окаменение у меня будет, плюс цепочку надо будет 4-го тира еще найти, потому что цепочка 4-го тира это, по сути, плюс урон, плюс контроль и, соответственно, обездвиж. Ну, то есть тоже триггер для аппарата. Короче, будет четко. Ну и есть Магнус, это убийца-полуорг за 4 монетки, который стянет. Короче, будет весело. Я уверен, что будет весело. Можно, кстати, будет поставить Горн, если понадобится. Прям, хотя я думаю, от Горна толку особо-то не будет. Типа, смысл от того Горна? Яйцо.
Ой-ой-ой. Ну это очень дорого, ребятки, это очень дорого, кстати. А ну-ка, бэмс, бэмс, 6 людей есть. Это мы убираем. Это мы тоже убираем, это мы ставим. Так, Хусика тоже ставим. Это нам надо. Сейчас надо местами будет немножечко поменять героев. Вот так сделаю, чтобы котел и Лина успели закастить. И кунку я, наверное, аж сюда поставлю. Так. Все, баф 6 людей. Так, 9 опыта я получу. Баночку 47 хп, нормально. Так, подождите. Если я сейчас 9 опыта получу с бафа людей. Кстати, клевер надо дать в огненного духа. Если что, то клевер умножает шанс срабатывания синергии духов. Так, подожди. Ну, мне, по-моему, 9,59 будет у меня, получается. Надо один раз надо уровень все-таки купить. Да? 54 плюс 9. Плюс раунд. Да, отлично, все. Не просчитался. Ля, какой подгон мне с нулевой идет. Антимаг. Ну, баф 6 людей я не буду до конца реализовывать. Свен. Яйца идут просто невменяемо. Так, ну баф людей надо продавать. Лину, цемку пока что оставляю. 2 кунки оставляю. Варлока оставлю. Это все-таки плюс контроль. Леший. Ты посмотри просто, как мне оно падает. Так, ну, эти ребятки, по сути, мне тоже не нужны. Эмпреска, серьезно? Морф. Так, подожди, вместо антимага ставим. Отлично. Сейчас эмпреска, у меня будет 3 кунки. Ой, я дурак! Прикиньте, я забыл немного за реликвию. Надо было сразу реликвию посмотреть. Там же сумка Пандамена была. Ёлки-палки. Ой-ой-ой, вот это я дурак. Да. Беда. Беда. Кунка косту. Ах ты ж. Ты посмотри на эту заразу. Кстати, надо будет обращать внимание, раз мне Леша пришел, я хочу этого Лешего попробовать все-таки в 3 звезды собрать. И надо будет обращать внимание на то, будет ли стакаться его ультимейт друг на друга. Потому что мне как-то задали в чате Телеграма этот вопрос, и я на него, если честно, ответа не мог дать. Потому что я реально не знал. Севс пришел, боже, тут 6 богов в игре. Так, а зачем мне вообще лондруид? Тайт есть! Ай-яй-яй, тайт есть! Цветка. А вместо кого? Ладно, без цветки обойдемся, дубликатов хватит. У меня в любом случае предметов-то особо-то и нету. А нужен ли мне вообще Зевс? Может полуорков поставить? Хотя у меня духа пятерки сейчас нету. Это стан будет хотя бы. Так, просто 3 корабля сейчас летит. Давай, третий кораблик. Просто 5600 урона от импрески. Голая импреска, по сути, но 7000 урона. 7000 урона от голой импрески. Нормально. Приемлемо. А что-то типа аппарат упадет? Да ну давай аппарата мне, а? Хантер. Да ты глянь, как мне яйца идет. Сборка называется легендарки? Не-не-не. Сборка называется духи. Боже, как же мне идет. Блин, если честно, мне аж хочется тупо на 6 богах сыграть, но я сказал. Духи. Только духи. Ни шагу назад. Только духи. До последнего топлю. Ух ты, там... Против... Да ты че рофлишь? Мне яйца это некуда девать. Ну дай Лешего, пожалуйста.
Ладно, МПРС-ку продам, она мне в любом случае не особо уже нужна. Все предметы сейчас закину в огненного духа. Просто 4 яйца мне упало, ребят. 4 яйца упало. Короче, раз там собирается эгида, то нам нужно сделать следующее. Нам нужно, скорее всего, либо найти шар бездны. Ну, в идеале найти шар бездны. И, скорее всего, я поставлю морских. Тут еще и тайт есть, поэтому, в принципе, можно поставить себе 6 духов. И тупо морских. Все. 6 духов и 4 морских можно поставить. Идеально. Кстати, если что-то в духах есть 2 чернокнижника, это плюс 10% от хила. Ну, он просто, как я разобрал, тупо аннигилировал. Хотя у меня 5000 урона на... Ух ты, еще и винстрик забрал. У меня 5000 урона нанес леший. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Омник. Омник мне пришел. А еще можно? Но омника надо брать. Аппарат. Аппарат, 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 аппарат. Ладно, полуорков продам пока что. Я, наверное, тупо буду без полуорков. Мне кажется, Горн будет намного профитнее, потому что это тоже контроль. Там и станы, и безоружие есть, и агр. И я, кстати, если что, как я сказал ранее, я буду аппарата делать как керри с руки, который будет наваливать. Я думаю, аппарат неплохо будет наваливать. У меня еще 6 духов нету, но в скором времени уже появится. Сейчас бы мне, конечно же, упал посох 3-го тира, вообще было бы прекрасно. Если что, кстати, мом можно закидывать в аппарат, так как у него все пассивные способности. Берсерк. А ты купишься? Вот когда надо, этот горн вообще не идет. А когда не надо, этот горн тупо сыпется. Опять импреска. Как же ты угораешь надо мной. Игра, ты надо мной угораешь тупо. Ладно, Зевса продам. Мне Зевс не нужен в этой сборке, если честно. Я тоже продам. Мне не хватает одного духа, которого я продал. Мне не хватает морфа. Призма упала. Ну, призма в принципе, призма норм. Но посох 3-го тира как-то намного важнее, поэтому я буду призму... Не, ну призму можно оставить. Пригодится. Там 2 контроля, чтобы прилетел. Вдруг мне там сейчас обезоружь какой-то упадет бесполезный, да? Кстати, вместо огненного духа поставлю сейчас полуорков немного. Ну, чисто так, знаете. Ну, как затычка будет у меня. Сейчас будем смотреть, как они все-таки реализуются. Ну, по идее, должно все быть нормально. Ну, на бумаге нормально. Бэмс. Бэмс. Нормально, там урона тикает. -1, отлично. Омник. Ой-ой-ой, так, не, ну омника надо через яйцо лапать. Омник это имба. Да все, какие там полуорки? Зачем мне эти полуорки нужны? Забываем мы за полуорков, забейте тупо, морф. Варлок. Еще яйцо идет, боже. Зачем мне реликвия яиц, когда мне вот так вот идут... О, Леший, наконец-то ты, Леший, пришел. Хочу Лешего в 3 звезды сделать. Так. Вообще, на самом деле, мне, наверное, Егор не нужен. Жалко, конечно, что мне аппарат не пришел. Я очень надеялся, что мне придет аппарат, но у меня, на самом деле, и так жесткий стол. Короче. Мы еще сделаем здесь Энигму 3-звездочную. И огненного духа в 3 звезды мы сделаем. Вот шаманы меня, конечно, напрягают, но я думаю, с шаманами мы справимся. Надо будет просто найти какого-то тайда. Обязательно. Урона пока что очень мало. Типа у меня Нима больше урона нанесла, нежели аппарат. От аппарата вообще урона нет. Это пока что. Сейчас намного сложнее играть через... Все. Вот это по кайфу. Так, друиды мне, по сути, не нужны.
Горный агр пусть пока что будет. Лишним точно не будет. Очень много здесь есть сборок, которые бьют с руки, поэтому горный агр всегда пригодится. На самом деле, какой же кайф то, что мне пришел Омник. У меня сейчас стоит немножко синергия богов, чтобы способность Омника откатывалась, а плюс Энигмы. Ну и в принципе все. Ну и огненного духа, в принципе, можно так сказать. Я сейчас думаю выйти в хорошую экономику. На всякий случай на автопокупку поставлю этих ребят. И думаю потерпеть все-таки до 30-го раунда. Посмотреть, что у меня там за реликвию упадет. Тут вроде бы должны были быть 6 богов. Но что-то как-то, видимо, не пошло. Боже, у меня леший 5000 урона нанес. А аппарат 1600. В 2 звезды. И еще яйцо падает. Да зачем мне эта реликвия яиц, когда мне вот так вот яйца падают? Это просто жесть. Там еще реликвия яиц есть. Ай-яй-яй. И мастерская бума. На самом деле я хочу мастерскую бума. Но если упадет реликвия яиц, я от нее отказываться не буду. Потому что здесь есть возможность, что я соберу какого-то легендарного героя в 3 звезды. Может попробовать все-таки шмотку зарандомить какую-то. И перчатку я, кстати, отдам сейчас в духа пятерку, потому что у него есть призма. И если там 2 суммона каких-то выпадут, то я этих 2 суммона схаваю. Хана, кстати, можно в 3 звезды собрать, потому что хан дает стан. Ой, там Агида ранее в 3 звезды, ну какая же она слабая. Предметов вообще в ней нету. Это очень слабо. Но Эгида могла создать мне огромных проблем. Если бы там хорошие предметы были бы у Эгиды, поверьте, она могла бы мне создать такие проблемы, что я бы их потом разгребал. Не, на самом деле, типа, что были бы проблемы? У меня Омник 2 звезды есть, я бы потом, если что, поставил бы себе синергию морских. И вообще бы не парился на этот урон. Энигма идет отлично. Так, я продам. Чуть-чуть осталось, и Энигму в 3 звезды соберу. Энигма на самом деле такой, ну, сильный персонаж. Надо будет собрать под 6 богами эту Энигму и показать вам, насколько это мощный перс. Как его можно раскрыть. Зайка на 9 уровне. Аппарат в 2 звезды. Ладно. Мамора, кстати, есть еще. У меня есть 3 яйца, есть Мамора. И если сейчас мне падает аппарат и Мамора, то я тупо закидываю туда аппарата и собираю себе 3-звездочного аппарата. И все. Тут чел Тайда нашел. Ну, слабовато пока. Хорошо, что тут пак будет не под 6 богами. Меня это радует. Если бы под 6 богами был, было бы вообще замечательно. Разора пока тоже продам, он мне не нужен, в принципе. Типа, можно было бы его чисто так, знаете, как затычку собрать. Ну, зачем она надо? 4600 урона. Реликвию яиц, естественно, берем. Все, вместо хана ставим сейчас. Так. Будем побольше контроля закидывать. Потому зря я тогда Варлока продавал. Но если честно, я просто еще не рассчитывал на то, что я буду играть через этого Варлока. Вот серьезно. Ладно, поставлю Зевса. Пусть будет у меня 2 бога. Плюс Зевс, если что ж, его можно как затычку ставить. Он может наносить урон по шахматисту от определенного там процента. 5. Ну, блин, я не скажу, что это хороший предмет. Мне все-таки, ну, блин, пригодится обезоружь. Потому что тут есть убийцы. Короче, ребята, которые бьют с руки, здесь есть. Поэтому обезоружь всегда будет полезен. Но все-таки хотелось бы, чтобы не упал посох 3-го тира, который мне тупо не упал. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Зато у меня реликвия яиц есть. Если фартанет, реально могу спокойно собрать себе какую-нибудь легендарку. Либо Омника, либо же аппарата. Я, конечно, хочу аппарата в 3 звезды, чтобы Аганим не искать. В принципе, пойдет. 3800 урона от аппарата и 5000 урона от Лешего. Я, получается, Лешего недооцениваю как керри. Варлок идет. Энигма, ай-яй-яй. Ладно, Энигму в 3 звезды соберу, плевать. И вот так вот Варлока апну тупо. Ну, чтобы просто сразу себе усилить стол.
Не тянуть резину. Энигма пригодится, поверьте. Энигма нормально будет наваливать. Если что, кстати, в пассивку аппарата встраивается его тычка. Поэтому я говорю, что его можно сделать как керри, который наносит урон с руки, но обязательно иметь посох третьего тира и агоним, чтобы он бил своей пассивкой третьего уровня. Ну и, соответственно, дальше можно ему тупо керри предметы закидывать, потому что с руки он нормально наваливает. Единственное, что духи, что аппарат контрится просто синергией гритеров. Вот так, просто, как два пальца об асфальт. Контрится синергией гритеров. Может убрать богов, поставить себе вместо этого лорков чуть-чуть. Потому что там собираются все-таки шаманы. Ну, там у него берсерк с предметами, поэтому я думаю, от шаманов толку вообще не будет. Ладно, пусть будет так. Надо, кстати, подобника поставить сейчас своих ребят. Чтобы их бафнуло. Кстати, вот шаманы. Так, Энигма накинул свою пассивочку. Ой, пассивочку, активку. The taste of victory, like hot cocoa times a million. 9000 урона нанес у меня только что Энигма. Охренеть. Вот это я понимаю, да. Прикол. Что-что, но я не ожидал такого урона. 6 шаманов. Знаете, в чем минус такого шамана? У него нету предметов. Я могу вообще его не опасаться. У него все предметы находятся в берсерке, поэтому я могу спокойно не опасаться этого шамана. Я его разнесу. Ладно, так и быть. Не буду выбивать тебя. Спасибо. Спасибо тебе большое за снисхождение. Я польщен. Польщен. Улыбнула, улыбнула. А сейчас Энигма не так много урона нанес. The skulls my blanket. Но все равно еще достаточно. Да, тут видите, у него не очень хороший предмет у этого шамана. Если он сейчас еще и вылетит, то там забей. А шаман не вылетел, кстати. Угу. Дай посох третьего тира. Зачем мне щит Капитана Америки, если я прошу от тебя посох? Вы просто понимаете, сколько мне нужно будет еще предметов строить для того, чтобы найти огним? Опять яйцо идет, да боже. Я сегодня яичный магнат. Skulls my blanket. Короче, это за все мои страдания. Это, на самом деле, это за то, что у меня необычно. This is the life. May the tune of Spirit Rhino protect our warriors. Да, сразу видно. Это не мой подписчик. Так играть на шаманах, ну это же отвратительно. Без обид, конечно, сказано, но это очень отвратительно. Он просто кирит себе берсерка и все, в принципе. Это ж без толку максимально. Если бы на самом деле у него были чистых 6 шаманов с предметами, то поверьте, там было бы прям больно. Ну, кстати, из-за того, что у него щит 5-го тира, урон может мне вернуться. Бэмс, минус 24. Минус шаман. Пока. Так, щит Капитана Америки скипаем. Наконец-то находим и посох третьего тира. Спасибо тебе огромное, бог рандома, что ты снизошел ко мне и дал мне этот посох третьего тира. Спасибо. Просто лучший. Черт. Strangler vines and deadly. Хан. Ну зачем мне этот хан, конечно. Дай мне аппарата пару штук, пожалуйста. Хочу аппаратов 3 звезды. 2 аппарата, дай мне и все. Можно 2 омника, я не откажусь. Омник в 3 звезды, это вообще будет имба. %% физического и магического дефа с минимальным КД, с хорошим отхилом, ну... Без вопросов. Я только за. 7300 урона нанес у меня только. У-у-у-у. Просто какая это имба. Еще вот эту вот хрень засуну в омника, чтобы тоже хилил. Просто там будет двойной отхил.
Ну дай мне, пожалуйста, не жлобись. Ля, жлоб какой, прикиньте. I am inevitable. Ля, какой ты жлоб. Inevitable. I am Ну и ладно, вот так вот сделаю. Все, Энигма в 3 звезды есть? Есть. Огненный этот хрен есть? Есть. Тайда в 2 звезды нету? Ну что ж, помянем. Нет так нету. Надо Аганим еще будет найти. Ну, на самом деле... Ну, хочется Аганим, хочется. Очень хочется Аганим. Надеюсь, что он придет. В самом деле... Тайд 2 звезды. Очень слабые противники. Хотя, на самом деле, я тут и на темпе их взял. Я думаю, они в шоке, просто не знают, что против меня делать. На самом деле, просто бы духов поставил, и я думаю, он бы меня разорвал. Ой, духов, гритеров. Дико извиняюсь. У меня просто уже весь мозг в духах. Что-то мало урона от духа. Типа 5000, Энигма почти 5000 нанесла. Очень мало урона как-то нанес. Рок войны отдаю сразу Варлока. Вот эту хрень. Нет, эту хрень можно оставить. Я вот это вот скипну, но мне не надо. Да и Мьёльнира возьму. Пусть с руки наваливает. А молнии отдам вот этому герою. Все, это все равно сейчас последний раунд. Типа, забейте. Жалко, конечно, что Омник... Ой, Омник Тайт не пришел. Да что ж такое сегодня происходит? Чего я заговариваюсь так? Если честно, не знаю. Тут, кстати, охотники. Помянем. Помянем охотника. Ему торба. Ну, тут без шансов. Смотрите, тут тупо без шансов. У меня и Омник, у меня и духи. Просто сейчас какие куски лица будут отрываться. Все. Все. taste of victory like hot cocoa times a million. Ну, блин. Катка получилась сверхлайтовая. Сларк нормально заряженный. Но ему надо было тупо оставить гритеров. Сларка бы, если бы он собрал в 3 звезды, то я думаю, под гритерами он бы меня спокойно снес. Потому что моя синергия бы духов не работала на гритеров. Только если бы нашел очищающую сферу. Только в таком случае моя бы синергия духов работала. И только если контратака сработала бы на вот Сларка. В таком случае, да, я бы мог его спокойно выносить. Но так... Не, ну так вот смотришь на синергии, ты думаешь, ну блин, сильные синергии-то по сути, вот кроме убийц. Убийц вообще непонятно, что ты собирал. Да, он хотел, наверное, 9 убийц собрать себе под Тайда. Тайд у него 2 звезды был. Чел на втором месте тупо охотником собрал, но извините, у меня 6 духов, это забей. Это самый страшный сон для охотника, потому что он будет бить духов, у духов огромнейшая вероятность, то, что сработает синергия духов. Там просто такие куски отрываться будут. Ну, в принципе, вы видели. Там просто столы, они таяли на глазах. Ну, блин, я считаю, я аппарата не особо-то раскрыл. Хотя катка очень лайтовая получилась. Но сама суть, самый главный минус духов, это то, что она контрится элементарно гритерами. Еще, кстати, работает против духов БКБ. Поэтому, если у вас очень сильно керри, и за БКБ вы, в принципе, уверены, что заберете весь вражеский стол, то БКБ контрит духов, будь здоров. Мне что-то, короче, как-то сложно этого аппарата реализовать, разогнать. Не знаю. Вот эти вот стаки набивать, это тяжело. Кстати, окаменение, если что, работает как стак. И там после энного количества ударов аппарата тоже дается стак один. Ну, блин. Если что, то на всех героев вражеских, которые были задеты контролем и тому подобное, сразу вешается стак. И, соответственно, по наличию 3 стаков наносится потом урон от аппарата. Вот, блин, ну как-то очень слабо было. Не знаю, я считаю, я не смог раскрыть этого аппарата. Надеюсь, в будущем у меня получится повторить. Надеюсь. Но только уже полностью раскрыть этого аппарата. Ну, короче, как-то так получилось. Такая катка вообще максимально непонятная. Эгида вообще не смогла реализоваться. Шаманы там... Ну, я не знаю, как это культурно назвать.
Убийцы. Ну, убийцам тут было бы очень плохо, без гритеров. Я думаю, даже если там убийца был с темпларкой, я бы эту темпларку аннигилировал. Слишком много бы урона прилетало, окаменения, контроля, ну там тупо забей, темпларка бы не выжила. У меня и без оружия, и всякое такое. Не, ну если бы темпларка была, допустим, с БКБ, с перчаткой 5-го тира, Мьёльниром, тогда да, она бы спокойно вынесла бы всех моих духов. Уверен на 200%, потому что у меня там без оружия бы не работали, окаменение не работало, а темпларки 5 секунд, ну извините, за глаза на убийцах, чтобы снести все тут. Я бы тогда поставил себе горн какой-то, она бы тратила время на горн, расстановкой бы игрался. Короче, я бы что-то придумал. Но, короче, я не знаю, что добавить, в принципе, по катке больше. Очень лайтовая катка получилась. Я даже, если честно, особо ей насладиться не смог, потому что я хотел аппарата раскрыть по полной программе, а мне не получилось. Не вышло. Ладно, что ж. Что еще могу сказать? Да, в принципе, и нечего сказать. Я в течение всей игры рассказывал про духов, про все, как оно работает. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, кто еще не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.